Привет-привет, дорогие любители рукоделия! И в этом видео я покажу, как легко и быстро связать очаровательную шапку с ушками. Идеальный проект даже для начинающих. Мы разберем два варианта. Супер простой для тех, кто только начинает знакомиться с вязанием, и немного более сложный с идеальными швами, которые незаметны ни с лица, ни с изнанки. Кстати, эта шапка связана крючком, но выглядит она как будто связана спицами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте начинать вязание. На шапочку мне потребуется один моточек вот такой пряжи. Это подмосковная пряжа из Троицка. Ее характеристики 200 метров в 80 граммах, но мне потребуется приблизительно 70 грамм такой пряжи. Крючок для вязания я возьму 4 миллиметра, это крючки Knit Pro Milo. Также мне потребуется контрастная нить для набора. Итак, беру крючок, беру контрастную нитку и набираю 50 воздушных петель. Первую петлю я тоже считаю за петлю. 1, 2, 3, 4. Цепочка набрана. Итак, сшивать в итоге эту шапочку я буду иголкой, для того, чтобы сделать бесшовный, незаметный, идеальный шов с лица и с изнанки. Если вы боитесь моих швов или вдруг они у вас не получаются, то тогда делайте эту цепочку не контрастной ниткой, а основной ниткой. И сшейте в итоге эту шапку просто крючком. Ссылку на то, как сшить шапку крючком, незаметно с лицевой стороны будет внизу под видео в описании. А в этом видео я опять буду показывать метод, так сказать, совершенно идеальный, который сделает вашу шапку абсолютно бесшовной. Повешу маркер на первое звено этой цепочки. И теперь беру основную нитку основного цвета и перехожу к вязанию первого ряда. Делаю воздушную петлю подъема, еще одну, и дальше вкалываю крючок за дальнюю дужку во второе звено. Видите, здесь это будет второе розовое звено. Подхватываю рабочую нитку и делаю соединительную петлю. 1 в следующую точку, 2 в следующую точку, 3 в следующую точку, 4. И так я вяжу 50 соединительных петель. Ровно то число, которое я набирала для воздушной цепочки. В этой вязке я всегда рекомендую вязать свободно, вот прям рыхло. Не затягивать туго петли, иначе получится валенок. А зачем вам валенок на голове, да? А вязать объемно. Тогда получится красивая вязка. И еще я рекомендую пересчитывать петли, пока вы вяжете в каждом ряду, чтобы не ошибиться, что вы связали ровно то количество, которое нужно, что нигде не прибавили и нигде не убавили. Итак, 49 и 50. И дальше второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, подхватываю рабочую нить и делаю снова соединительную петлю. И опять подхватываю, делаю соединительную петлю. Подхватываю, делаю соединительную петлю. Это уже 3. Итак, до конца ряда тут я вяжу снова 50 соединительных петель. И таких рядов нужно будет связать туда-сюда, туда-сюда 19. 49. И вот смотрите, 50 куда приходится. В последнее серое звено. 50. И снова начинаю следующий ряд. Воздушная петля подъема, все то же самое. Поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли по одной соединительной петле в каждую точку. Я связала 19 рядов по 50 петель. И дальше будет 20 ряд, он будет уже укороченным. Делаю воздушную петлю подъема, поворот. И дальше мне нужно будет связать 4 пары рядов, в которых связано по 49 петель.
То есть это будет 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27. Да? В них будет по 49 петель. Вяжу 20 ряд, и здесь одну петлю я не дохожу до самого края. Воздушную петлю подъема я сделала. И дальше за дальнюю тушку 49 соединительных петель. Вот 49 петля. И дальше будет 21 ряд. Здесь сразу делаю воздушную петлю подъема, разворот и вяжу точно так же. Начинаю во второе звено от крючка, вяжу соединительные петли. Здесь снова будет 49 соединительных петель. Ну и таким образом я вяжу до 27 ряда. 4 пары рядов укороченных на одну петлю сделала, это 27 того получается рядов. И теперь делаю 28 ряд, воздушная петля подъема, поворот, и опять начинаю, да, то же самое делать соединительные петли. И здесь я снова не довязываю одну петлю уже вот до этой ступеньки, то есть 28 ряд, это получается 48 петель, и мне снова нужно связать таких рядов по 48 петель, будет 4 пары, то есть это 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. В общем, вяжу так и встречаемся там. Связала я 35 рядов, и дальше будет 36 ряд, и в нем я буду наоборот увеличивать число петель. Делаю воздушную петлю подъема, поворот, и в этом ряду я вяжу 48 соединительных петель, точно так же, как в предыдущем, а 49 делаю воздушной, то есть добавляю. Теперь получается, я работаю в обратную сторону, буду делать все симметрично, да, сначала я убавляла, петли не довязывала, а теперь буду прибавлять. 46, 47, 48, и вот 49 будет воздушной добавленной петлей. Опять разворачиваю изделие и перехожу на следующий ряд. Здесь снова делаю еще одну воздушную, это будет подъемная воздушная. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю вязать опять соединительные петли за дальнюю тушку. Их уже будет просто 49. И таких пар рядов по 49 петель нужно, соответственно, снова 4. Должно быть все симметрично тому, как убавлялось, должно быть симметрично и то, как будет прибавляться. То есть в эту сторону я связала сейчас 36, нужно еще 37, 38, 39, 40, 41 и 42, 43. Это будет по 49 петель. Встречаемся там и покажу, что делать дальше. 43 ряда связала, дальше будет 44 ряд, и здесь снова удлиняюсь на одну петлю, то есть делаю 49 соединительных и одну воздушную. Все точно так же. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать и делаю 49 соединительных петель за дальнюю тушку. И в конце ряда добавляю одну воздушную. Дохожу до конца ряда, 48, 49, и вот 50 будет воздушной петлей. Снова делаю поворот, и дальше будет 45 ряд, воздушная петля подъема, и вяжу 50 соединительных петель. То есть все, что я убавила до этого, я все сейчас прибавила. И это будет у меня первая пара после прибавок, да, получается это 44, 45 ряд, где вяжутся снова 50 петель. И таких вот пар, где вяжется 50 петель, нужно связать 20. И фактически вяжу так по 50 петель ряду до 83 ряда включительно. А затем снова начинаю делать вот такие же укороченные ряды. Ну, фактически не половина еще, но
почти половина шапки у меня на данный момент готова. Довязала я до 83 ряда по 50 петель в ряду. И дальше опять начинаются убавки, все точно так же симметрично. Снова делаю воздушную петлю подъема, поворот и начинаю вкалывать крючок во второе звено от крючка. Здесь будет уже 49 соединительных петель в этом ряду, то есть снова не дохожу одну петлю до конца ряда. 84 ряд готов, не довязала я здесь одну петлю, в нем было 49 петель, снова делаю воздушную петлю подъема, разворот, и получается 85 ряд. За дальнюю тушку во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Здесь точно так же будет 49 соединительных петель, и таким образом я вяжу до 91 ряда включительно. В каждом ряду делаю по 49 соединительных петель. 91 ряд закончила, теперь 92 ряд, он снова будет укорочен на одну петлю, то есть в нем будет 48 петель. Делаю воздушную петлю подъема, разворот, во второе звено от крючка, начинаю делать соединительные петли и делаю по одной соединительной петле в каждую точку. Здесь до конца ряда я не дохожу, снова одну петлю, и должно получиться 48 петель в этом ряду. И таких рядов снова нужно будет связать 4 пары, то есть работаю так до 99 ряда включительно. 99 ряд я закончила, и дальше 100 ряд, он будет уже плюс одна петля с вот этого края, а не минус. Точно так же делаю воздушную петлю подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Соединительных петель здесь будет 48, и в конце сделаю еще одну воздушную петлю, которая будет удлинять этот край на одну петлю. Вяжу последние петли в этом ряду. 48. И вот 49 это будет воздушная петля. И дальше перехожу на следующий ряд, это 101. Делаю еще одну воздушную петлю подъема, разворот. И во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Их будет уже в этом ряду просто 49, да, соединительных петель. Но все это мы уже делали один раз на предыдущей половине шапки. Довязываю до конца и вяжу таких рядов по 49 соединительных петель до 107 ряда включительно. 107 ряд готов, и дальше будет 108 ряд. И здесь снова я прибавляю одну петлю в конце этого ряда, чтобы получить снова 50 петель. Итак, воздушная петля подъема, разворот. И опять делаю все то же самое, что делала до этого. Вяжу этот ряд и в конце делаю одну воздушную, да? То есть получается 49 соединительных и одна воздушная в конце. И в итоге у меня снова вернется значение петель к 50. Я провязала 49 соединительных петель, делаю одну воздушную, 50 петля. И дальше начинаю вязать следующий ряд, это 108 ряд, воздушная петля подъема. Второе звено от крючка, начинаю делать соединительные петли. И здесь их будет 50. И уже вяжу вот таких рядов, где первая петля подъема это воздушная петля, а затем 50 соединительных петель до 127 ряда включительно, а 128 ряд будет сшивать всю эту шапку вот так, ну в трубу. 127 рядов я связала, и дальше будет 128 ряд, он будет сшивать это изделие между собой. Итак, смотрите, есть два способа, которым я могу вам предложить для того, чтобы сшить это изделие. Первый способ для новичков, это для тех, кто не использовал вот эту контрастную нитку, как я говорила в самом начале. И сначала покажу его. Второй способ будет для продолжающих, его мы сделаем иголкой. Он совершенен, он бесшовен, он повторяет проходку нити в самом вязании. Первый же способ просто делает красивый шов, но этот шов будет незаметен только с одной стороны. С изнаночной стороны этот шов будет виден. Так как шапка все-таки односторонняя и шапка без отворота, то можно использовать вот этот первый способ для новичков. Единственное, что напомню, тогда нужно было вязать без контрастных ниток. Итак, складываю изделие вот так, маркер справа в нижнем углу, рабочая петля тоже справа в верхнем углу. Возвращаю петлю на крючок и делаю воздушную петлю подъема, как мы делали все это время в каждом ряду.
И дальше здесь будет очень хорошо видно, потому что здесь я буду все-таки вот на этой стороне цеплять контрастную нитку, да, но у вас эта нитка того же самого цвета, что и шапка. Она в будущем из вязания не уходит. Но для наглядности эта контрастная нитка пригодится и здесь. Вкалываю крючок вот в эти перемычки. Вот, смотрите они. Можно еще взять крючок меньшего размера. Чтобы было просто удобнее. Вот она, перемычка. Вкалываю крючок в перемычку, а здесь воздушную петлю подъема отступаю. И во второе звено от крючка за заднюю дужку вкалываю крючок и делаю опять соединительную петлю 1. Опять в перемычку. Вот она, эта перемычка. Так. Все-таки возьму крючок на номер меньше. Вот она, перемычка. И здесь за заднюю полупетлю от кромочной косички. И вяжу прям свободно, потому что крючок у меня сейчас маленький. Снова нахожу, вот она, смотрите, вот как надо подцепить. Вот так. Именно такой захват и даст незаметность этому шву по лицевой стороне. Лицевая сторона сейчас находится внутри шапки. Та сторона, которая вот сейчас сверху, это получается изнаночная сторона. И вяжу так. Ну, надеюсь, это все понятно, как и что здесь цеплять. Вот она опять, эта перемычка до конца ряда. Вот так получается вот эта сторона внешняя. А вот смотрите, как получается с той стороны, которая будет лицевая. И если бы нитка здесь была серого цвета, такой же пряжей, как и основное полотно, то вы бы этот шов не заметили вообще. На глаз он был бы невидимый. Ну и вот последняя петля, допустим. Здесь, кстати, уже, по-моему, не хватает никаких перемычек. Просто вот так вот подхвачу. И здесь вторую половинку, заднюю половинку кромочной косички. Нитку пока не обрезаю. И вот смотрите, вот этот вот край, который был у нас таким неровным, рифленым, волнистым, это будет верх, это будет, соответственно, макушка. Вот она, да? То есть теперь складываем шапку вот так вот, соединяем все вот эти вот выступы друг с другом и просто берем еще одну нитку и вот так вот просто сшиваю. Это я покажу чуть-чуть попозже. Да? И вот получается такой прямоугольник. Этот шов, это, соответственно, середина затылка сзади. И вот как выглядит лицевая сторона этого шва. Вот. Все тоже достаточно красиво и аккуратно. Если сделать вот такой отворот, то, конечно же, здесь уже шовчик появляется на лицевой стороне. Ну, мне не нравится, как смотрится. Хотя, в принципе, тоже он не очень заметен. Если бы это была покупная шапка, то меня бы этот момент не смутил. Но так как это ручная работа, все-таки нет. И здесь я этот вариант оставлю, этот вариант для новичков. Вот. Теперь, если же вы не новичок и хотите сделать идеальную шапку с идеальным швом, что с лица, что с изнанки, то тогда отрезаете длинную нитку. Вот это все нужно распустить. И где-то оставить хвостик приблизительно 1,2 м. Длинный хвостик, вот этот вот 1,2 м, я заправляю в иголку для шерсти и складываю шапочку точно таким же образом. Маркер справа внизу, открытая петля справа вверху. И здесь сначала вставляю иголку в открытую петлю. Это будет имитация воздушной петли подъема. А дальше перехожу к стороне, которая с контрастной ниткой. И здесь я смотрю, контрастная нитка будет подсказкой того, как надо прошивать этот шов. Вот контрастная нитка розовая. Она, видите, цепляет
Вот так, 2 ниточки. И точно так же я повторяю это иголкой. Я цепляю иголкой эти 2 ниточки и подтягиваю. Так, здесь возвращаю иголку в петлю. Так, это была имитация воздушной петли. Подтягиваю и увожу теперь иголку в кромочную вот так. И снова все это подтягиваю. Ну и дальше работаю так, сшивая эти 2 половинки. Теперь иголку вставляю в только что созданную петлю. Опять вот так. И затягиваю. Ну и следующий стежок делаю. Цепляю 2 ниточки, которые показаны розовой ниткой. Теперь в петлю и в кромочную предыдущего шага. Подтягиваю. Здесь нужно затягивать так, чтобы попасть в плотность своей вязки, да? Чтобы не сделать слишком тугой шов, не сделать слишком свободный, иначе он будет виден. В следующую кромочную и в петлю. И здесь снова цепляю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нитка. И опять в петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. И цепляю 2 нитки, которые цепляет контрастная нить. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. И цепляю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нитка. В петлю, в кромочную. В кромочную, в петлю. И снова цепляю 2 ниточки. Здесь, смотрите, лишнего ничего с изнаночной стороны не подцепите. За изнанкой как бы тоже нужно следить. Можно просто пальцем это прочувствовать, чтобы просто подцепить 2 вот эти ниточки. В точности повторить движение и траекторию контрастной нити. И не наделать лишних стежков, потому что, опять-таки, лицевая сторона – это та сторона, которая сейчас находится внутри. Работаю такими стежками до конца ряда. Ну, я надеюсь, что этот момент понятен и вопросов не вызовет. Дохожу до конца ряда, сшиваю последние стежки. Так, подтягиваю ниточки, и вот будет последний стежок. Цепляю, прям как вот розовая нитка идет, и также я цепляю. Вот, подцепила, вывожу в петлю, в кромочную и обратно. Так.
все, обратно уже не надо. Просто завязываю 2 хвостика на узел. Эти 2 хвостика должны как бы сойтись между собой. Вот так. И теперь вот эту розовую ниточку нужно просто удалить. Шаг за шагом. Если вы везде все подцепили правильно, везде как бы правильные ниточки, правильные петельки захватили, то не бойтесь удалять эту нить, ничего не распутится. Видите, я ее удаляю, и моя шапка, и мой шов никуда не девается, он полностью сливается с самим вязанием. Ну, потому что здесь шов повторяет траекторию вязания, траекторию нитки, которая вяжется. Фактически я проложила тамбурный шов по петлям, но только я подцепила все нужные дужки и все перемычки, которые позволяют этому тамбурному шву сымитировать цепочку из воздушных петель, которая тоже является тамбурным швом по своей сути. Так, вот это получается у меня лицевая сторона. Освобождаю шапку от контрастной нитки. Вот другая сторона. Видите, здесь все тоже незаметно. Что с одной, что с другой. Нигде никогда вы этот шов никто не найдет. И теперь сшиваю макушку этой шапки. Вне зависимости от того, как вы сделали этот шов, крючком или иголкой, макушка будет сшиваться одинаково. Складываю вот так. Шов, соответственно, посередине, да. И здесь я совмещаю все вот эти вот ступеньки, чтобы они совпали. И начинаю сшивать. Подхватываю с одного края пимпочку, подхватываю с другого края пимпочку. Опять с одного края пимпочку и с другого края пимпочку. Я узелочков пока не делаю, потом просто заберу все хвостики, да, просто оставляю такую свободную нитку. Здесь ступенька начинается, просто перехожу ее, продолжаю подхватывать пимпочки. С одного края, с другого. Опять подхватываю пимпочку с одного края и пимпочку с другого края. И опять пимпочку с одного края и с другого края. С одного края и с другого края. И с одного края и с другого края. И вот он получается шов. Работаю так до конца ряда. Дошла я до конца ряда. Здесь просто делаю узелочек, допустим, какой-нибудь вот такой. А вот этот хвостик прячу вот так в вязаном ряду. И с другого края, здесь я специально оставила длинный хвостик, в принципе делаю то же самое, да. Делаю небольшой узелочек. Так. И снова прячу в вязаном ряду. Вот эти два хвостика тоже можно точно так спрятать. Напоминаю, это изнаночная сторона. Вот она лицевая. Выворачиваю шапку на лицо. Шапка готова. Вот как получается этот шов. В принципе, он изящный, достаточно незаметный и аккуратный. И видите, здесь край имеет небольшую такую форму полукруга. Если сделать просто ровный край, то ушки будут просто больше, и они будут больше как бы торчать. Если же вы хотите наоборот более вислоухий край, то делайте тогда этот скос больше, и тогда ушки у вас будут меньше. Вот такая получилась шапочка. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Спасибо за то, что смотрите мое видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующих видео мастер-классов. Пока-пока!